Приветствую тебя, зритель, и добро пожаловать на мое следующее видео, посвященное изучению языка программирования C++. И сегодня будет второе видео, посвященное побитовым операторам. Сегодня мы более глубоко погрузимся в эту тему и коснемся таких понятий, как битовая маска, включение бита, выключение бита и переворот бита. Что ж, давайте откроем редактор. Зайдем в директорию. Так, что такое? Вот что такое. И для начала разберем, что такое битовая маска. Битовая маска — это, по сути, просто переменная, которая хранит определенный бит, грубо говоря, включенный, или набор битов для того, чтобы проверять или как-либо влиять на биты другой переменной. То есть, грубо говоря, это такая предустановленная переменная с предустановленным набором битов, с помощью которых мы будем манипулировать битами в другой переменной. Давайте сейчас объявим быстренько. Так, ну здесь я, наверное, мотнул. Да, кстати, воспользуемся такой штукой, как maybe unused, а то я сейчас буду объявлять очень много переменных, которые мы не все будем использовать, и нам будет очень много выхлопов в терминале о том, что мы их не использовали. Для этого воспользуемся вот такой штукой maybe unused в двух парах квадратных скобок. Так, объявим. Для того, чтобы объявить битовую маску, нам достаточно воспользоваться любой переменной. Достаточно, я не знаю, можно взять integer, short, char. Ну, давайте возьмем integer по привычке, наверное. Вот. Integer объявим, допустим, как mask 0. То есть bitmask 0. Давайте напишем правильно. Типа bitmask 0. И для того, чтобы присвоить значение битам, мы можем воспользоваться различными способами. Можно перемещать с помощью шифта биты, но проще, на мой взгляд, проще сразу воспользоваться 16-ричным значением. Для этого мы должны сначала поставить вот так вот 0, потом x, и дальше уже писать наше значение. Допустим, мы хотим включить, чтобы в этой маске был включен только первый бит. Для этого мы просто указываем. Давайте, знаете, что сделаем? Большую я слишком переменную, ну, в смысле по типу. Давайте использовать все-таки char. И тогда у нас будет всего лишь 8 бит рабочих, да, потому что char у нас 1 байт. И нам не придется много указывать битов. Вот, можно написать просто так 1, но еще даже, знаете, второй способ. Можно конкретно указывать в битах. Для этого x мы поменяем на b, но тогда нам нужно указать все биты. То есть 1, 2, 3, 4, 5, 6. Получается, что все цифры, которые стоят после b, это и есть, грубо говоря, наши биты. То есть мы включили только самый младший бит в единичку. Давайте быстренько сделаем еще 5, 6, 7, 8 масочек. И повключаем у них соответствующие биты. Просто они у нас будут на 1 расти в каждом разряде, получается. Вот. И первое, что мы разберем с вами, это как можно проверить, просто протестировать, грубо говоря, с помощью битовой маски наличие включенного бита в какой-либо переменной. Давайте сейчас объявим любую переменную, допустим, какой-нибудь int и testable, не знаю, правильно ли я написал, testable variable. И, предположим, мы присвоим ему значение, давайте через хексы, какое-нибудь интересное значение, чтобы было включено, допустим, 2 бита. Пускай это будет значение 9. Значение 9. И в значении 9, соответственно, у нас восьмерка — это включенный 4-й бит в 4-м разряде, да, в бинарной системе исчисления. И так как у нас 9 плюс еще 1, то есть получается у нас включен самый первый бит и 4-й бит. И для того, чтобы теперь проверить, действительно ли у нас включен, допустим, первый бит, да, ну, для начала, да, мы воспользуемся самой первой нашей маской, бит mask 0. Так, воспользуемся тернарным оператором и напишем, что бит, допустим, если мы проверяем нулевой бит, бит 0,
из... И далее у нас будет наш тернарный оператор использован. Мы проверяем с помощью побитого и, сейчас я объясню, почему именно с помощью побитого и, нашу testable переменную с помощью бит маски 0. И в таком случае, если первый вариант у нас будет возвращать true, то есть этот бит будет включен, мы выведем, что бит 0 is on, то есть он включен. А в противном случае, если он выключен, то, соответственно, off. Попробуем нашу программу запустить. Соберу ее. И как видите, да, мы проверили наш битик первый с помощью бит-маски 0 на включенность этого самого битика. А теперь давайте, естественно, подробнее все это разберем, потому что я понимаю, это сейчас, наверное, не кажется вам совсем очевидным, да? Смотрите, первое, что мы сделаем, мы представим в битовом виде, ну, по крайней мере, последний бит нашей testable variable. Мы не будем все, естественно, 32 бита, нам это ни к чему. Возьмем последние 8 бит. Последние 8 бит у нас идут вот в таком виде. 4. Да, 4. И вот четвертый сначала бит, да, ну, менее значимый как бы. Он включен. Далее идут 2 нуля. И еще один самый наименее значимый, да, бит включен. А маску мы применяем какую? Маску мы применяем следующую. Все нули, давайте я просто скопирую для простоты. Все нули, кроме первого бита. И мы применяем побитовое и. А побитовое и у нас делает что? Оно с каждым разрядом применит логическое и, да? И проверит, что вернет логическое и при применении поразрядно. В этом случае мы видим, что здесь, естественно, 0. Здесь тоже 2 нуля, то есть false. Здесь тоже 2 нуля, false. Здесь false. Здесь тоже false, потому что true и false, 1 и 0 возвращает логическое и, соответственно, false. Здесь тоже false, false, и только здесь мы возвращаем true. Но мы возвращаем true, и поэтому мы видим, что в выхлопе, да, действительно on, то есть этот бит включен. То же самое, если мы захотим, допустим, проверить отдельно не первый бит, а четвертый, мы тоже можем взять и с помощью нашей третьей маски, да, ну мы с нуля начали считать маски, как бы наша третья маска. Применим ее. И видим, что да, тоже он включен. Но если мы, например, сейчас проверим третий бит, ну давайте я, наверное, переназову эти маски, чтобы как бы мы все-таки люди, а не компьютер, да. И раз уж я так его называю, не нулевой. Ну или давайте, ладно, не буду переназывать, но давайте тогда называть правильно и говорить нулевой бит. То есть нулевой разряд, нулевой бит и так далее. То есть, смотрите, если мы второй бит проверяем, то есть как бы третий по счету, то в этом случае, по идее, он не должен быть включен. И мы это и видим, да, бит, нет, бит 0 это неправильно, бит 0 тогда нам надо print первый понять и сказать, что бит 2 выключен. Вот, это что касается именно проверки бита, да, то есть с помощью битовой маски мы можем сделать такую проверку для того, чтобы понять, включен у нас конкретный бит или нет. Но с помощью масок можно делать и другие замечательные вещи, замечательную магию с битами. Смотрите, дело в том, что мы можем включать биты с помощью битовых масок. Для этого давайте сейчас, для того, чтобы убедиться в этом, объявим еще одну переменную result. И присвоим ей следующее значение. Давайте попробуем в нашей testable variable, ну, включить, например, второй бит, да, ну, я имею в виду по счету. То есть 0,1, ну, как бы, если с нуля считать, то первый, если по-человечески, как бы второй по счету. Вот, testable variable. И делается это с помощью побитового оператора или и соответствующей маски. То есть мы должны взять вот эту маску, которая включает вот этот второй бит. Используем маску 0,1, ну маски я считал с нуля. То есть смотрите, что получится. Давайте сейчас сразу проверим. По идее у нас должен включиться второй бит, что приведет к тому, что в результате последние значимые биты будут выглядеть следующим образом. Я просто покажу, да. То есть мы включили второй бит вот этот, и этот у нас был включен. По идее в таком представлении мы должны получить число,
было у нас 9, то есть было включено только вот так вот 4 и 1 бит, да? А включился еще один бит. Это какое число? Это число, сейчас я скажу, это число, по-моему, 11, если я не ошибаюсь. Сейчас мы в этом убедимся. Соберем программу. Да, и убедимся, что действительно мы получили число 11. То есть мы включили второй бит и ожидаемо получили число 11. А давайте теперь для примера включим еще один бит. И причем, что немаловажно, мы можем делать это сразу для нескольких битов с помощью битовых масок. Смотрите, чтобы такое произвести, нам, кстати, даже, вы знаете, даже зря я объявил эту переменную, нам совершенно не обязательно это делать. Мы можем воспользоваться вот таким синтаксисом замечательным, да, или равно, но при этом для того, чтобы применить сразу несколько масок, допустим, я хочу включить ну, давайте я продемонстрирую, что эта логика тоже работает, во-первых, да, что можно и вот так себе упростить, скажем, жизнь. Вот видите, 11. И в том числе, если увязать какой-то набор масок тоже через побитовое или, мы включим сразу все эти биты, которые мы хотим включить. То есть давайте, как мы уже сказали, включим второй бит. Ну, третий по счету, как бы, да. Получится какое число? Виноват. Получится число 15. Почему? А потому что мы включили все 4 бита. То есть, по сути, мы имеем сейчас такое представление. Сейчас я в комментарии уберу, чтобы видно было. Мы имеем включенные 4 бита, а это и есть число 15, поверьте. Ну, либо можете посчитать сами в бинарной системе счисления. То есть, по сути, что происходит? Мы сейчас сначала применили между масками побитовый оператор или, и таким образом мы включили у масок, то есть, смотрите, мы взяли вот эту маску, да, и вот эту маску. Мы включили у них, грубо говоря, и вот этот бит. То есть получили маску, результирующую, у которой включен и этот бит. И затем эту уже полученную маску мы применили к нашему изначальному числу testable variable, в которой значение изначально 9. То есть было 9, был включен вот этот 4 и 1 битики, а мы еще применили маску, у которой включен 2 и 3 битики. И так как мы применяем логическое или, то есть у нас что получается, если... Вот давайте я даже подробно, да, распишу, чтобы вам вот максимально было понятно. Это набор битов нашей testable variable. А сейчас я напишу набор битов нашей результирующей маски. Это набор битов результирующей маски. И мы побитого опять-таки применяем логическое или. То есть давайте вот так напишем, что здесь как бы логическое или между ним. Ну или, знаете, не здесь, а где-то поаккуратнее. Где-то, например, вот здесь. Нет. Это было лучше, это было лучше. Пускай между ними вот так логическое или стоит. И равно, как бы, давайте вот, я вот в таком даже представлении напишу максимально подробном. Давайте вот подряд применим к каждому разряду, да. Первое мы считаем логическое или к вот этим разрядам. То есть 8 разряд. Соответственно, конечно же 0. Дальше тоже 0, к этим тоже 0, к этим 0. То есть вертикально, да, не забываем, что вертикально поразрядно считаем. Здесь логическое или возвращает 1, здесь 1, здесь 1 и здесь 1. А это и есть бинарное представление, то есть в двоичной системе счисления числа 15 в десятичной системе счисления. Что мы, собственно, и получили. То есть еще раз давайте убедимся. Видим, что да, действительно 15. Так, ребят, это что касается именно включения битов, да, с помощью битовых масок. Но также с помощью битовых масок мы можем биты выключать. И делается это следующим образом. Давайте просто пока что поменяем. Я фактически напишу, как это сделать, и потом буду объяснять, что, собственно, происходит. Мы должны здесь применить, давайте на одном бите, да, я уберу пока. Это можно тоже делать с несколькими битами, но давайте пока пример простейший приведем. Сначала вы должны перевернуть все биты в битовой маске. То есть получится такая обратная маска. Вы создаете таким образом маску, в которой все биты будут наоборот. То есть, например, если мы хотим выключить именно, давайте не первый, а нулевой, да, бит. Мы хотим выключить нулевой бит,
мы получим маску строго обратную вот этой маске. То есть у нас здесь будет 0, а в остальных всех битиках будут единицы. И потом с этой маской и этой нашей testable variable применяем побитовое i. И таким образом получается, смотрите, какая картина. Давайте опять же я здесь распишу подробно. У нас есть наша testable variable, и мы хотим выключить. Смотрите, это наша новая перевернутая маска. Выглядит она вот так, то есть мы перевернули наоборот, у нас теперь тот бит, который был включен, он выключен, а все остальные биты, которые были выключены, они наоборот у нас включились. И таким образом, что происходит? Мы применяем, только здесь у нас побитовое и, применяем побитовое и. И таким образом получается, что все биты, которые в нашей тестовой переменной были выключены, они останутся выключенными, потому что логическое и, да, при применении к разрядам, оно вернет, соответственно, false в том случае, если у нас есть хотя бы один false. То есть все, которые были выключены, они и так останутся выключенными. Те, которые были включены, останутся включенными. В случае, если у нас разряд не тот, который мы изначально указывали до переворота, да, а вот тот разряд, переворота маски я имею в виду, а вот тот разряд, который мы указали, который надо как бы выключить в маске, и он был перевернут, он в итоге станет, он становится нулем, да, и при применении логического и по разрядно он выключит этот разряд. То есть получается, что такая обратная маска с применением логического и побитого, она выключает именно тот бит, который она хранит. То есть так как у нее был первый бит, я еще раз повторяю, чтобы, просто боюсь, чтобы не осталось никаких вопросов, да, у вас. Тот бит, который был включен, мы как бы переворачиваем маску, этот бит выключаются, остальные наоборот, которые были выключены, включаются, а те, которые биты и так не были включены, остаются не включенными, потому что у нас логическое и бит, который был включен и который мы не указывали, тоже остается, потому что логическое и возвращает в случае двух единиц, а также true. И только тот бит, который мы выключили, он выключится, потому что 1 и 0 при применении логического и, соответственно, возвращает у нас 0. То есть в результате мы получим, давайте напишем наконец уже результат. Мы получим, виноват, это зря убрал, вот такой результат. И по идее, если мы сейчас протестируем, это у нас какое число, да? В бинарном виде. Это число 8. Давайте проверим, так ли это на самом деле. Что такое? Да ничего такого, просто куча всяких символов непонятных, да? Что за синтаксис такой написал, говорит компилятор мне. И да, действительно мы получаем число 8, что говорит о том, что мы совершенно верно отключили те самые биты. Но, смотрите, далее мы также можем с помощью побитового или объединять маски, то есть ровно так же, как и в случае, когда мы включали биты. Давайте, например, выключим оставшийся у нас единственный бит, который в 4 разряде стоит, и по идее понимаете, что мы должны получить 0, да? То есть используем маску 3, которая 4 по счету, компилируем и должны вроде 0 получить. И совершенно верно, мы получаем 0. То есть получилось, мы выключили и еще один бит. Так, ребят, это что касается выключения битов. Но еще я покажу вам, как с помощью битовых масок можно переворачивать биты, то есть менять наоборот как бы значение. Для этого нам нужно применить всего лишь, пока что это уберем, давайте оставим одну маску. Нам нужно применить XOR. Сейчас тоже буду объяснять, почему так происходит. То есть, по идее, давайте сначала просто базово мы говорим, что мы переворачиваем бит. Если мы переворачиваем нулевой бит, так как там стояла единица, должен появиться нолик, и по идее останется только 1/4 включенный бит. В результате мы должны получить значение 8, да? Видим, что да, действительно 8. Как это работает? Давайте возвращаем вот это дело. Опять же, здесь у нас это стоит, а здесь мы применяем вот такую масочку, уже она не перевернутая в ее базовом представлении, но XOR. Нет, это не XOR, вот это XOR. Но XOR применяем. Вспоминаем, что делает XOR. При применении XOR мы возвращаем true только в том случае, когда биты отличаются.
То есть если биты не отличаются, то XOR возвращает 0. То есть понятно, что 2 нуля это 0, это false, 2 единицы тоже 0, false, да, XOR возвращает. И только в случае, когда биты разные, 1, 0, либо 0, 1, тогда XOR нам вернет уже тоже единицу, ну или true. То есть получается, смотрите, если мы через XOR применяем маску, в которой включен конкретный бит, то мы этот бит выключаем, потому что, ну, таким образом у нас получается включенный бит с включенным битом в маске вернет 0, то есть 1-1, XOR возвращает 0. Но при этом, если бит был бы нулевым уже, так как XOR при разных битах, разница в битах возвращает 1, то мы, соответственно, его включили бы. То есть, видите, такая логика интересная получается. Если был включен, XOR его выключит. А если был выключен, XOR его наоборот включит. Все, в принципе, достаточно просто, я думаю. Вот, в то же время мы вольны увязать их также с помощью побитого или в несколько, да, то есть сделать общую маску. Допустим, я хочу поменять значение у второго бита, ну, 1, да, то есть который второй по счету или первый бит, то есть 0,1. И тогда, по идее, мы должны получить вот такое значение. То есть, ну, давайте, ладно, я полностью сейчас раскоменчу пока что. То есть маска у нас результирующая вот такая. И получается, что при применении с XOR здесь у нас, понятно, 0 также будет, а здесь, так как разница битов, тут бит 0, а значение имеет, тут бит имеет значение 1, у нас должен включиться бит. А это какое значение? Это значение 8, 9, 10, это значение 10, по идее. То есть, по идее, мы должны получить 10. Давайте проверим. Видим, что да, 10. То есть мы включили, получается, поменяли. То есть получается, что XOR меняет значение бита. Если был 0, станет 1, если был 1, станет 0. Таково свойство оператора XOR. Все, ребят, в принципе, это второй урок по побитовым операторам. Я постарался быть максимально подробным, максимально доступным, понятным. Надеюсь, что вы поработаете с этими моментами, у вас не возникнет никаких проблем. Я, в принципе, все вам разжевал, вроде, ну, насколько я смог, постарался вам все максимально подробно все разъяснить. Спасибо вам большое за просмотр. Продолжайте учить плюсы, все у вас обязательно получится. И если вам нравится мой контент, то поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на канал. Также добро пожаловать в комментарии. Пожалуйста, если есть какая-то адекватная критика, какие-то дополнения, может, вы хотите увидеть какой-то новый контент у меня на канале, пожалуйста, я готов выслушать вас, рассмотреть, так сказать, варианты. И напоминаю вам, что я также еще стримлю. Вы можете под последними моими видео на YouTube найти ссылочку на мой Twitch канал. Заходите тоже на Twitch, если интересно, если хотите просто мне вопросы какие-то задать по материалу, увиденному, например, на YouTube, или в целом какие-то общие вопросы. Как говорится, чем смогу, помогу, если буду обладать какими-либо знаниями по сути вашего вопроса. Все, ребят, еще раз большое спасибо за просмотр. Удачи вам в обучении и до скорого. Пока.